Владимир Алексеевич, так называемому делу ЮКОСа 6 лет. Как вы полагаете, какие ключевые изменения произошли за это время в стране под воздействием самого этого дела на СМИ, на бизнес и вообще на разные социальные группы? Мы работали на Палашовке, наш телеканал был. Оказалось, что это собственность ЮКОСа, и пришлось оттуда уехать. То есть все вокруг как-то как кольцо сжималось, пока не стали даже уже люди исчезать. Я считаю, что не было бы ни трагедии с Аней Политковской, ни с Натальей Стемировой, если бы была гласность, если бы они имели трибуну, потому что в результате больше людей на улице вышло в Риме и в Париже, чем в Москве, когда их убили. Вот это все последствия дела ЮКОСа, не как в капле воды, потому что чтобы его под прикрытием вот этой темноты провести, Кремлю понадобилось запугать независимых журналистов. И отчасти это даже удалось. Не говоря уже про экономику, тут я не открою никакой тайны, что не было бы вот этого кричащего контраста социального у нас в стране, если бы не закрыли фонд «Открытая Россия», было бы больше умных людей, образовательных программ, интернета в школе. То, что попытался Кремль перехватить, компьютеризацию школ, это же все придумал Ходорковский. Так что, если бы не разгромили ЮКОС, не отобрали его собственность, не пришли бы к власти нынешние серые кардиналы типа Сечина, которые фактически управляют нашей экономикой. Вот это социальные последствия ЮКОСа. Ну а политически, что уж говорить, уже 10-й год один и тот же режим, и не исключено, что он на следующие 6 лет сохранится. Конечно, Ходорковский бы вырос в политическую фигуру, останься он на свободе, или даже выйдя на свободу уже сейчас, мог бы стать лидером оппозиции. И вот даже судьба Касьянова, который вступился был за ЮКОС, говорит о том, что бы сделали тогда уж даже не с Ходорковским, а сделали с Касьяновым. Нашельмовали его, загнали в маргиналы. Вот у него маленький там Народно-демократический союз, который даже не регистрирует как партию. Владимир Алексеевич, как вы оцениваете качество правосудия и профессионализм отдельных работников прокуратуры, следствия, наблюдая за процессом? Старается Кремль понизить интерес к процессу в Коломенческом суде. Но мы продолжаем, журналисты, за ним следить. Сейчас такая фаза затянувшейся оглашения обвинения. И они, когда хотят ее закончить, тогда они внезапно ее закончат, так же неожиданно, как начали. И, по-моему, не решили, что делать со Страсбургским судом. То ли хотят второй приговор вынести до Страсбургского суда, тогда он может заодно уже и этот приговор опротестовать. А тогда не останется оснований держать Ходорковского и Лебедева в тюрьме. Или хотят дотянуть до Страсбургского суда, чтобы он предыдущий признал неправомерным приговор. Тогда останется этот. И все равно они останутся в тюрьме. Вот пока Кремль не решил, так и будет дело тянуться. Но если говорить о странности этого процесса, лично меня поразило заявление Гюльчехры Ибрагимовой, прокурора, о том, что все будет идти как запланировалось. Как вы воспринимаете подобные вещи? Ну, видно, что все срежиссировано. Мы знаем, что судье звонят из Кремля, и некоторые там, кто присутствовал при его разговорах, даже слышали, как он по имени и отчеству называл там своих собеседников, и имя отчество не оставляло сомнений в том, кто ему звонит. Конечно, все отрепетировано, просто само обвинение абсурдно, что нефть украли у самих себя, хотя они ее собственники, зачем ее украсть. Обычный телезритель, радиослушатель, обычный читатель газеты, он в тонкостях не разберется. Поэтому главную картинку сохранили, что олигархи опальные сидят уже, ну пусть не в клетке, а в этом стеклянном аквариуме, и их судят. Вот это считается достаточно для электората, чтобы оправдать ход этого суда. Поэтому ни о каких юридических тонкостях речи не идет, никакой состязательности. А как лично вас касается это дело? Ну, мы, во-первых, чуть-чуть знакомы с Михаилом Борисовичем, потому что он у нас был и в программе «Герой дня», часто у Светы Сорокиной. И вот когда арестовали уже Лебедева и закрыли ТВС, то они с Невзиным меня позвали в ЮКОС и предложили работать в РГГУ.
Поэтому меня лично это касается, что это наши товарищи, которые вместе с нами создавали демократическую нашу страну и шли на баррикады в августе 1991 года, каждый на своем участке. И вот Александр Осовцов, который нас с ними познакомил, мы вместе, он был тогда депутатом Моссовета, в 1991 году мы вместе на одной баррикаде стояли 3 дня у Белого дома, поэтому мне это все Близко. Да. Ну, это в личном качестве. А так мы в основном, конечно, в общественном качестве привлекаем к этому внимание. Вот или в своих радиопередачах, и постоянно в телепрограммах. Мы знакомы с родителями Ходорковского, делали мои корреспонденты сюжет из детского дома в Кораллово. Была совершенно возмутительная история, когда попыталась бесланская налоговая полиция содрать с матерей Беслана, осиротевших, налоги за обучение сирот. У меня был в программе бывший директор этого, депутат Ермолин, рассказывал о том, как создавался, как они с Ходорковским ездили по погранзаставам, собирали осиротевших детей, и за это вот такой черной неблагодарности отплатило государство, которое само не смогло о своих сиротах беспокоиться. Вот это все нас задевает по-человечески. Даже какой-нибудь колхозник, который и знать не знает, что такое ЮКОС, что такое Ходорковский, тоже ощутил на себе опосредованно последствия этого процесса, потому что сказалось это на его пенсии, на его продолжительности жизни, на отношении мира к нашей стране, а значит на атмосфере в обществе, о том, что его детей призовут воевать в Осетию или в Чечню. Вот это каждого коснулось, это несправедливость.